Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика и инфа». С вами Максим Радайкин и Борис Марцинкевич. Вопрос. Киев не успел к ноябрю закачать в свои ПХГ запланированный объем газа. Виртуальный реверс уже не актуален, а европейские трейдеры не спешат использовать украинские ПХГ после ракетных атак. Польша ответила молчанием на требование Незалежной сбивать ракеты над Львовской областью, где расположены основные ПХГ. Борис Леонидович, как обстоят дела на газовом фронте Украины? Львовская область, она же какие-то там Кресы, не помню. Это действительно место крайне удачное для расположения подземного хранилища газа. Сложное название, Бильче-Волицко-Угерское, уникально объемами хранения до 17 миллиардов кубометров. Это не некая банка, которая под землей хранится, это выработанное месторождение, в свое время газификация РСФСР начиналась как раз вот с этих месторождений, они полностью выработаны, сейчас это хорошее место для расположения. Система обычная, прямым давлением газ в эти песчаники закачивается, обратным давлением поднимается. Звучит просто, но это целая система закачивающих скважин, компрессорных станций. Расположены они все в районе города Стрий. Там, правда, там же рядышком есть еще целый ряд месторождений, значительно более мелких. Богородчанская, Дашавская. Вот, в свое время было такое месторождение, громко звучавшее Угерское и Опарское. Взорвать его невозможно. Месторождение начинается с глубины 400 метров и уходит вниз до 2 километров. То есть никакие кинжалы и прочее там ничего не работает. Но работает это все потому, что расположено сверху, расположено это как раз вокруг города Стрий. Вот вся эта система закачек, прокачек, осушки. Там вода набралась, поэтому газ выходит с повышенной влажностью, надо осушать и так далее, и так далее. Второе по размеру в Европе, 17 миллиардов кубометров в одной емкости, ну, достаточно более чем серьезно. Были большие планы и у Украины, и у Евросоюза, собственно говоря. Что касается Украины, ну, понятно, близость границы, возможность зарабатывать деньги на хранении, что, собственно говоря, было предложено относительно недавно в режиме таможенного склада, то есть не надо там никакие налоги оплачивать, сниженный тариф по сравнению с месторождениями, с подземными хранилищами в той же Германии, в Чехии. То есть тут все было хорошо. До прошлого года, в прошлом году достаточно большой объем был закачан и выкачан, почему бы и нет, собственно говоря, сказали европейцы. А в этом году, да, вот какие-то непонятные вещи стали происходить с оборудованием, так скажем, его надо ремонтировать, восстанавливать. Большие тревоги были весной этого года, сейчас вроде бы сообщений не слышно, но это, пожалуйста, за подробностями к военным аналитикам, я, мягко будет сказано, не специалист. Отремонтировать можно все, если дать паузу между прилетами, разобраться с тем, что летит, тоже совершенно непонятно, потому что мы же верим сообщениям из Киева. В Киеве еще в апреле 2022 года сказали, что в России ракеты кончились. Значит, остается разбираться, чьи это ракеты, что за безобразие. А если Польша не хочет их сбивать, ну, наверное, они европейские тогда, или натовские, там, или еще чьи-то. Если серьезно, то это проблема. Но проблема Украины еще и в том, что не удалось закачать в подземное хранилище требуемые объемы газа. Порядка миллиарда кубометров не хватает. Сейчас уже наступил сезон изъятия газа из газовых хранилищ. Как будут зимовать, сложно, с учетом проблем, возникших с тепловыми электростанциями, с гидроэлектростанциями. Но это, опять же, не наши проблемы, с одной стороны. С другой стороны, многочисленные заявления, что будут и блэкауты, и верные отключения, и подача электроэнергии 4 часа в сутки. Не стоит забывать, что такое туман войны. Верить всему этому я бы не советовал так, или как бы это помягче, не рекомендовал. Причина тоже совершенно понятна. Война и коррупция – это рука об руку. Да, я все отремонтировал, но вот опять прилетело, а я сюда 100 миллионов вложил, ну вот видишь, горит. Вот от этого никто не гарантирован, особенно с учетом некоторых тактико-технических характеристик киевского режима. Так что у них там происходит в электроэнергетике, если по установленной мощности, по той территории, которую Киев сейчас контролирует,
Ну, да, рискованно. Способ известен. Отдай лишние территории, и у тебя сразу хватает и электроэнергии, и газа, и вообще чего угодно. Так что, я думаю, какой-нибудь из этих вариантов они и будут рассматривать. Самый гуманный, разумеется, перевесить на кого-нибудь другого необходимость заботиться о теплоснабжении, об электроснабжении, и все. Правильно? Хороший же метод. Я только про электроэнергию. Так что вот так. Ответная реакция европейских газовых компаний, ну, совершенно очевидна. Несмотря на раздающиеся из Киева призывы хранить газ в наших хранилищах, желающих в этом году почему-то не находится. Ну, кроме Молдовы. Кроме Молдовы, но Молдова вынуждена, потому что никаких других вариантов у нее нет. Есть обещание Румынии помочь, но, разумеется, все зависит от массы входящих обстоятельств. От того, какой будет погода. Европа настолько развитая часть планеты, что там все зависит от погоды. Суровая зима, мягкая зима, повезет, не повезет. Ветра, солнце. Ветра, солнце и так далее. То есть здесь сложно. Но на самом деле самый сложный момент – это заканчивающийся 31 декабря договор о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины. Договор заканчивается. Распоряжение Киева о запрете вести какие бы то ни было переговоры с Россией известно. О том, что договор не будет продлеваться, заявляли все, кто там относится к руководству этой части Украины. Они все по очереди выходили и клялись, божились, что ни в коем случае никаких переговоров не будет. Есть еще два варианта, как сохранить транзит, не имея никакого договора о транзите. Поскольку Украина присоединилась к европейской системе торговли газом, она имеет полное право организовать так называемую аукционную торговлю транзитными мощностями. Есть такая система. Польша в свое время использовала, пока вообще не прекратились поставки. То есть там можно начинать от суток, по-моему, и самый большой срок – это год. То есть объявляются аукционы. Вот на таких условиях приходит множество поставщиков. В случае Украины там просто тысячи компаний придут. Например, «Газпром». А еще «Газпром Экспорт». А еще «Газпром». Ну и, соответственно, транзитные мощности выставили, договора нет, есть просто факт победы в аукционе. Тут два момента. Даже в этом случае необходимо операторское соглашение. Как бы торговля не выглядела, но компании-операторы, управляющие перетоками газа, должны между собой как-то взаимодействовать. То есть должен в любом случае появиться договор или традиционное название межоператорское соглашение. С российской стороны понятно, что «Газпром», с украинской стороны оператор газотранспортной системы Украины. Это название, я не виноват. Так вот они коротенько. Но поскольку запрещено вести переговоры, это вот первый нюанс. Второй нюанс, тот, о котором совсем недавно говорил Владимир Владимирович Путин. Если готовиться к такой аукционной торговле, то начинать об этом думать, размещать планы и так далее надо было в июле месяце этого года. До сих пор, разумеется, никаких переговоров по этому поводу нет, так что, вероятнее всего, поезд ушел. И есть третий вариант. Ну, тут будет зависеть от того, как пойдут дела у Роберта Фица, премьера Словакии. Тот же вариант, который, собственно говоря, использовала Венгрия. Если по ныне действующим контрактам «Газпрома» с европейскими компаниями, получающими газ через газотранспортную систему Украины, точка сдачи, то есть перехода прав собственности, находится в Австрии, то можно эту точку перенести на текущую границу России и Украины. То есть вот там где-то российский газ, а здесь он уже словацкий, здесь все в полном порядке. Сумеет ли Роберт Фиц добиться такого соглашения без одобрения со стороны Киева? Это невозможно. Сказать тяжело. Если говорить о настроениях в Евросоюзе по этому поводу, ну, понятно, что Урсула фон дер Ляйен, разумеется, считает, что никаких проблем, там какие-то проценты. Напомню, что объемы совсем небольшие стали, с учетом того, что не работает сохрановка. То есть в среднем по больницам ничего страшного. Словакия и Австрия, которые более 80% получают именно вот по такой схеме, Россия, Уренгой, Помара, Ужгород, вот она граница, то у этих двух стран возникают проблемы. Как они их будут решать, сказать сложно. Можно покупать газ по
Европейским компаниям подземные хранилища заполнены на 95%, может быть, так удастся договориться. Газовая система Чехии и Словакии, разумеется, едина. Ее строили во времена Чехословацкой социалистической республики. То есть здесь проблем нет. Ну, просто нет морского побережья, СПГ так просто не получится. Надо через кого-то опять транзитом идти. Чехия на день сегодняшний газ получает через Германию, через ее регистрационные терминалы, выстроенные в том числе и в том самом месте, где когда-то приходили северные потоки на берег. То есть со всеми удобствами. Напомню, что наземная часть первого северного потока, что второго, полностью цела. Газопровод на суше называется «Опал», продолжение первого северного потока. Он через Германию входит в Чехию и выходит из Чехии, опять же, в Германию. Там просто география так выглядит. То есть Чехия может совершенно спокойно приобретать. Единственный вопрос в цене вопроса. Надо купить СПГ, надо оплатить услуги по регазификации, надо оплатить услуги по транзиту, с учетом того, что продолжается судебная тяжба Германии и Евросоюза. Германия объявила, что будет налог, ввела его совершенно спокойно. Вы хотите получать газ через Германию, немножко доплатите, и все будет в порядке. Это почему-то никому не понравилось, но поведение Германии, в общем-то, так, с логической точки зрения, более-менее понятно. Германия украла холдинг «Газпром Германия», казалось бы, что все хорошо, но в 2022 году, вот, когда цены на газ доходили до $3000 за 1000 кубометров, как раз и шла массовая закупка газа, и вот такой газ лежит в подземных хранилищах газа. Сейчас цена порядка там $400-500 за 1000 кубометров. Понятно, что это минус, хочется хоть как-то минус поменьше сделать, почему бы со всех не собрать. Все возмущены, суд идет, суды в Европе, как обычно, работают оперативно. Думаю, что там лет за 5 уже исправятся. Но Словакию почему-то это не устраивает. То есть заплатить за транзит Германии, заплатить за транзит Чехии. Никто не говорит о том, что будут какие-то регулярные поставки. Опять же, все зависит от зимы. Будет холодно в Германии, будет холодно в Чехии. Вот уже ничего не получится. Но Германия, правда, идет навстречу. Для того, чтобы обеспечить газом Словакию, закрывают заводы Volkswagen, чтобы они газ не брали. Тоже неплохой способ помочь соседям, молодцы. У Австрии приблизительно такая же ситуация. Газ можно получать либо через газовые терминалы на территории Франции, транзит, либо через терминалы на территории Германии, опять транзит. То есть тоже там мало будет довольных. Будем наблюдать. Нам со стороны все это достаточно забавно. Могу продолжать, потому что с подземными хранилищами газа в Львове связан еще один крупный, на самом деле, европейский проект. Судя по всему, будет либо приостановлен, либо сдвинут вправо, либо похоронен. В свое время у нас работал трансбалканский магистральный газопровод. Газ уходил на юг. Сейчас он с запуском турецкого потока просто не используется. Труба есть, все есть, но не работает. Идея была в построении вертикального газового коридора. Есть подземные хранилища газа на территории Польши, самая северная часть. Есть регистрационные терминалы, простите. Регистрационные терминалы на территории Польши – это север. И такие же в Греции – это юг. Ставим компрессорные станции, чтобы газопровод мог работать в режиме интерконнектора. Либо туда СПГ пришел, с севера на юг прокачали, либо сюда пришел, с юга на север. Но здесь вот как раз центральное место и занимали подземные хранилища газа в Львовской области, поскольку дискретные поставки СПГ, не приходят там один танкер за другим, а газ потребляется в другом режиме. То есть мы же не можем, на этой неделе газ есть, потому что танкер пришел, а до следующего 2 недели, потому что шторм где-то в Атлантике, поэтому извините. Значит, нужна емкость, где можно накапливать газ. Вот эта емкость и была. Вот сейчас она почему-то не работает, так что с этим проектом тоже немножечко сложности. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграме, не дожидаясь, пока YouTube заблокирует и нас вместе с ним. Спасибо, до новых встреч. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в столь интересное время.